Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Сегодня все как вы любите. Быстро, просто и очень вкусно. Ужин в сковороде. Поехали! Сковородку на огонь. Пусть греется. А я займусь курицей. У меня сегодня вот такие вот кусочки курицы, бедрышки. Я хочу снять кожицу. Ну, не любят у меня кожицу. Еще жареную хрустящую, да. А тушеную, ну, никак не хотят. Ничего, уберем. Есть с кем поделиться. Также уберу кость. На бульончик отправлю. Не буду сильно ее прям обрезать. Чтобы бульон-то был из чего-то. Ну да, правильно. Есть такое дело. О, косточка здесь, а мякоть здесь. Разрежу пополам, чтобы больше казалось. Так, проделываю со всеми кусочками. У меня их 4. Курица у меня немножко подсолена и перчена. Пишите в комментариях, бывает ли такое. Достали мясо из морозилки и думаете, завтра что-то приготовлю, а завтра прошло мимо, или не наступило, или что-то планы изменились. И эту курицу приходится подмариновать, чтобы она сохранилась. Ну, бывает, Сережка, это знаешь, что означает? Нужно работать над дисциплиной своей. Да, дисциплина прежде всего. Да. О, и второй кусочек у меня готов. Тоже напополам. Когда сковорода нагрелась, выкладываю курицу жирком вниз. Она у меня сухая. Пусть немножко подтопится. Смотри, как все прекрасно у нас вошло. Ну ты всегда умница. Все угадала. Да, мастерство не пропьешь, друзья. Опыт. А я могу подготовить овощи. Луковица. Нарезаю на кубик. Есть такое дело. Смотрю, что здесь кусочки наши. Переверну на обратную сторону, чтобы и здесь жирок подтопился. Нагрев под сковородой у меня максимальный, какой только можно. Курицу нужно хорошо подрумянить со всех сторон. В середине процесса приготовления курицы добавлю немножко смальца или растительного масла можно. И сюда же кусочек сливочного. Ой, будет такая вкуснотища, друзья. Пусть еще румянится. Через несколько минут снова переворачиваю курицу. Посмотрите, какая румяная курочка. Золотистая прямо. Да. Ой, класс. И еще пару минут. Я думаю, уже можно доставать и на тарелочку. Пусть она здесь себе отдыхает. Румяная, красивая. Есть. Немножко присолю и пусть пока отдыхает. Сразу же в эту сковороду, друзья, выкладываю лук. Здесь столько вкусов. И сюда же немножко чеснока. У меня чесночная соль, можно заменить на зубок обычного. Перемешиваю. Ух, друзья, если бы вы только слышали, как это пахнет, рефлекс сразу. Мясо, лук, чесночок, это просто нечто. Пусть лук здесь себе румянится, а я возьму морковь и натру на терке по-корейски. И немножко измельчу ножом. У меня сегодня будет булгур, хочу, чтобы гармонично смотрелось. Все, друзья, ничего не жду, сразу к луку. Пусть здесь все вместе себе дружится. Перемешиваю. А я займусь перчиком. Беру крупный сладкий перец. И также нарезаю меленько. Запахло летом. Какой сочный. И уже и перец сюда можно. Снова перемешаю, и чтобы получилась такая ароматная и вкусная подушечка для наших последующих действий. Это каких действий? Крупа, Сереж, крупа. Пошли мыть? Да. Я сегодня решила использовать булгур. Очень полезная и вкусная крупа, друзья. Стакан 250 граммов в миску и хорошо мою. Все, достаточно. Смотрим, что наши овощи. Они у меня протушились около 10 минут, вкусно пахнут. И на этом этапе я добавляю специи. У меня это будет, друзья, куркума, несколько горошин душистого перца. Сюда же небольшой листочек лаврового листа. Перемешаю. И еще прогрею секундочек 30, чтобы специи открылись. Беру подготовленную крупу и рассыпаю слоем по всем овощам. Распределяю лопаткой. Сверху выкладываю кусочки курицы. Сок сюда же, это вкусы. Опа. Беру горячую воду.
И наливаю. Так, чтобы хорошо покрыла кашу. Именно кашу. Курица останется на поверхности. Соль, друзья, пока добавлять не буду, потому что у меня здесь была чесночная соль, и курочка была уже подсолена. Накрываю крышкой и довожу до кипения. Через несколько минут, когда содержимое сковороды хорошо закипело, нужно попробовать на соль, друзья. Ну что за повар, который не пробует? Очень вкусно. Чуть-чуть присолю. А вот так вот по краешкам, где кашка, не на курицу, а сверху на кашу. Есть такое дело. Ну и, конечно же, последний штрих. Перчик мой любимый. Да, на курицу. Так мне хочется. Я так вижу, друзья. Все, достаточно. Плотно накрываю крышкой. Делаю самый минимальный нагрев, который только могу на своей газовой плите. И забываю минут на 20-30. Буду одним глазиком подглядывать. Куда? Под крышку. Хотя этого делать нельзя. Анечка, ну что там готово? Сейчас посмотрим, Сережка. Прошло 35 минут. Открываю крышку. Ух ты! Пахнет очень вкусно. Подливка получилась вот такая вот. Все-таки каша любит подливу, друзья. Сейчас пробую крупу. Во! Снова накрываю крышкой. Выключаю нагрев и даю постоять хотя бы 10-15 минут. А мы в это время сделаем вкусный салат. Потому что, знаю, напишите в комментариях, не хватает зелени. Есть, друзья, зелень, есть. В миску нарезаю огурцы. Благо уже сезон, да, овощей пошел. Вообще класс. Я прям расцветаю, друзья, когда начинаются овощи. Уже такие грунтовые, натуральные, непривозные. Сюда же помидор. Видишь, как я режу? Вижу. На лепестки. Отлично. С завтрака осталась молодая капуста. Тоже сюда. Я думаю, подружатся. Соль по вкусу. Острых ощущений для своих мужчин добавлю. Где-то читала, что черный молотый перец улучшает пищеварение. Так что смело добавляем. Конечно же, без фанатизма, друзья. И есть у меня вот такое вот полезное масло из тыквенных семечек. У дедушки купила на рынке. Такое интересное. Пару ложечек. Достаточно. Перемешаю. И только сейчас добавлю зелень. Это у меня будут листья салата, которые я просто возьму и порву, чтобы они остались целыми и хрустящими. И есть у меня вот такой вот зеленый молоденький шпинат. Тоже сюда нарвем. Все, друзья. Вкуснейший, полезнейший салат готов. Приятного тебе аппетита. Класс. Ну давай, не томи. Ладно. Все, можно насыпать. Берем кусочек курочки и кашку. Ух ты, какая она сочная, с подливкой. Сережа, покажи, пожалуйста, эту красоту. Какая она красивая, сочная и вкусная. Класс. Ставьте лайки, друзья, за такую простую и вкусную идею. А я, друзья, сейчас буду пробовать. Покажу курицу, что она полностью приготовилась и осталась сочной. Мы же ее хорошо поджаривали. О! Класс! Вообще идеально. Ну а это, друзья, вкуснее любого мяса. Уж поверьте мне на слово. Булгур с овощами в подливке – это... Во. Сына, обедать! Ну, давай салатика ж добавим. Конечно же. Тоже сочный получился, яркий. Листочков тебе насыплю. Круто? Круто, круто, солнышко. Ну, я смотрю, мы это съедим очень быстро. Да, это нам на один раз. Еще вам по кусочку мяса. И себе, И друзья. кашу сыну подсыпь. Что ты ему каша там? Все понятно. Друзья, я думаю, все понятно. Насколько это вкусно. О, Вот это по-нашему, да? конечно. Кстати, все спрашивают, сколько раз в день мы едим.
завтрак и вот это обед. Обед. Да, ужина бывает нету. Бывает завтрака нету, обед и ужин. Не, мы держимся режима. 8 часов можно есть, а 16 нет. Интервальное голодание О, называется. интервальное голодание, да. Ну а я всем пожелаю мирного неба, свободной, счастливой жизни и благополучия семьи. И вкусной еды. Простой и вкусной. Ой. Снимай, снимай. Сын так и не пришел, ну а я пошел обедать. А он в наушниках.